недавних пор наша любимая физическая песочница стала превращаться в самую настоящую обитель ужаса. То тут, то там появляются сообщения о нападении Мисс Нова, о загадочном игроке, приходящего к вам в синглплеере, или как его еще называют в народе, наблюдающий, и о огромном множестве других неподтвержденных историй, объединенных ничем иным как картой, уже успевшей стать легендарной, картой, именуемой как ГМ Констракт. По слухам, эта карта является самым настоящим чистилищем, куда попадают души NPC после их смерти. А отражение этих самых душ можно увидеть в воде. Сегодня мы затронем очень старую легенду, которой сообщество Гаррис Мода дало название «Тени в воде». Данная легенда имеет косвенную связь с древнегреческим мифом о реке Стикс, реке в царстве мертвых, через которую, согласно легендам, души умерших перевозил Харон. В сети имеется бесчисленное множество скриншотов и видео, на которых якобы запечатлены эти самые души, или как их еще называют, тени. Но поскольку поделать все это невероятно легко путем создания самого обычного рэгдолла и наложением на него прозрачного материала, доверять таким доказательствам не стоит. По слухам, для того чтобы в воде появились так называемые тени, игрок должен довольно продолжительное время убивать NPC рядом с водой, и в какой-то момент начнут проявляться те самые темные силуэты. Я решил проверить данный миф, но как бы долго и упорно я не истреблял NPC, никакие силуэты у меня не появлялись. Но я заметил одну странную особенность в поведении ботов. В какой-то момент я заметил, что они сами по себе стали исчезать. Я их не убивал. Друг друга они тоже не трогали, но куда-то исчезали, стоило только мне отвернуться. И я на это и перестал обращать внимание, списав это на баг. Но в один момент, пролетая над водой, я решил занырнуть и посмотреть, что происходит под текстурами песка, и стал свидетелем очень интересной картины. Кучка тех самых пропавших без вести ботов, абсолютно без каких-либо движений, стоят друг на друге, образуя живую лестницу. Тут у меня появляется два вопроса. Какого черта они тут делают, и можно ли заспавнить NPC под землей? Тут же пытаясь заспавнить комбайна, он появляется, уничтожает бота, тело бота всплывает, и я вижу это. Ту самую тень из рассказов про тени в воде. Как уже стало понятно, в этой истории нет ничего мистического. А те самые души NPC это не что иное, как их тень, которую они отбрасывают с другой стороны дна. И если постараться, то, конечно же, можно загнать рэгдолла под землю, просто уничтожая NPC рядом с водой, и там есть множество подтверждений, но у меня они упорно не хотели этого делать, хотя уничтожала их минут 40. По факту, миф подтвержден и является ничем иным, как самым обычным багом, а все эти рассказы про души, или как еще и называют, тени, ничто иное, как мистификация. На связи был Black Rainbow, обязательно смотрите и другие мои видео, делитесь с друзьями и подписывайтесь. И все же, друзья, старайтесь не уничтожать NPC, вдруг у них и правда есть душа.